Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости канала. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить наши обновления. Если вам не сложно, поставьте палец вверх, нам будет очень приятно. Заранее спасибо. А сейчас поговорим о том, что Chrysler Airflow Concept представляет ключевой электромобиль 2025 года. Chrysler готовится присоединиться к партии электромобилей. И хотя первый полностью электрический серийный автомобиль автопроизводителя появится не раньше 2025 года, он использует выставку CES 2022, чтобы дать нам представление о том, как это может выглядеть. Chrysler Airflow Concept не обязательно будет первым электромобилем компании Stellantis, но двухмоторная платформа на 350-400 миль дает намек на то, чего мы можем ожидать. Справедливо сказать, что Chrysler и Stellantis в целом не строили слишком много новых дорог с электрификацией в США. Несмотря на то, что на различных шильдиках присутствует множество подключаемых гибридов, таких как Jeep Wrangler 4XE и Chrysler Pacifica Hybrid, и даже некоторые большие обещания от Dodge перейти на электрические, настоящие БЭВ бросаются в глаза своим отсутствием на площадках дилерских центров. Таким образом, концепция Airflow – это не просто видение Chrysler электрификации будущего, а часть нового обещания быть более агрессивным в сегменте в целом. В 2028 году, как заявил сегодня автопроизводитель, все его новые автомобили будут электрическими. Действительно, Chrysler будет в авангарде перехода Stellantis к электромобилям. Концепция Chrysler Airflow. В то время как другие выбрали внедорожники для своего первого набега на электромобиле, Chrysler Airflow объединяет то, что мы думаем о кроссовере и фастбеке. По словам автопроизводителя, низкий клиренс и обтекаемая двухцветная линия крыши помогают ему с аэродинамикой и, следовательно, с запасом хода, и на самом деле он больше, чем может выглядеть на изображениях. Эти колеса, например, имеют внушительный размер 22 дюйма. Как и в случае с некоторыми гибридными моделями Stellantis, Chrysler использовал синий электрик в качестве акцентного цвета на таких вещах, как облицовка кузова. Бревно Chrysler Wind интегрировано в панель с подсветкой, которая охватывает лицевую панель Airflow Concept. А также есть соответствующая хрустальная светодиодная задняя фара. Каждый может отображать разные анимации приветствия, отъезда и зарядки. Между тем будет помощь водителю третьего уровня, по крайней мере, как это предусмотрено автопроизводителем. Это не является истинным самоуправлением во всех ситуациях, но позволит Airflow Concept пилотировать себя в некоторых ситуациях, обычно на заранее обозначенных участках шоссе. STLA-Brain – это основа электромобиля. Вместо одной из существующих платформ Chrysler, Airflow Concept опирается на новую архитектуру электроники, которую автопроизводитель называет STLA-Brain. Он разработан с учетом обновлений по беспроводной сети, OTA, предлагая новые функции без необходимости изменения оборудования. Однажды, предполагает Chrysler, система помощи водителю может получить обновление OTA, чтобы выйти за рамки поддержки уровня 3. Это также то, что поддерживает STLA Smart Cockpit, новую информационно-развлекательную систему, которая охватывает несколько дисплеев в салоне Airflow Concept. Например, каждое место получает собственную камеру для видеозвонков. Информация может быть передана между дисплеями и пассажирами с помощью смахивания. Спереди находится большой центральный сенсорный экран, а под ним сенсорный экран меньшего размера, предназначенный для HVAC, регулировки сиденья и других элементов управления комфортом салона. Затем водитель получает собственный дисплей для виртуальных приборов, в то время как пассажир на переднем сиденье имеет экран прямо перед собой. Во втором ряду каждое сиденье имеет индивидуальный сенсорный экран, установленный на спинках передних сидений. Chrysler также широко использует сенсорные кнопки, скрытые в панелях управления, пока они не загорятся и не станут активными. Конечный результат знаком и чист, и необычайно близок к тому, что вы могли бы ожидать увидеть в серийном автомобиле, а не в каком-то надуманном концептуальном автомобиле. Эта практичность, конечно же, является частью большого шага Chrysler в этом вопросе. В конце концов, любой автопроизводитель или дизайнерская студия может создать диковинный концептуальный автомобиль, чтобы привлечь внимание к заголовкам. На самом деле, убедить людей в том, что они, наконец, серьезно относятся к электрификации, гораздо более сложная задача. Кожа растительного дубления, переработанные материалы для напольных ковриков и ковров и общий упор на то, как быть экологичнее сегодня, а не в какой-то туманный момент в будущем. Вот ключ к тому, чтобы сделать концепт Airflow правдоподобным предшественником большого бренда Chrysler. Экологические потрясения.
К тому времени, когда первый BEV автопроизводителя действительно поступит в продажу, он будет в немалой степени догонять. Если, однако, Chrysler и Stellantis в более широком смысле смогут извлечь уроки из ошибок конкурентов, агрессивно оценивать свой электромобиль и выполнить обещания по ассортименту, потенциальные владельцы могут захотеть упустить из виду его запоздалое появление. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.